Добро пожаловать на наш новый подкаст, дорогие подписчики. По какой-то причине, ну, я расскажу, по какой, их стало очень много выходить. И причем, ну, это все очень весело и интересно. Сегодня мы решили обсудить такие дела. Причем, ладно, спонтанное начало, потом подрефлексирую. Неожиданный поворот, но Фарух, правильно? Да, верно. Первый раз просто я рассказал. На всякий случай волновался, что неправильно это скажу. Написал мне в Твиттере, что типа, блин, посмотрел куски подкастов, хочу записать подкаст по поводу, ну, бизнеса, так скажем, инди-дел, там, просто попробовать, каково это записывать подкаст. И это очень прикольно, потому что мы просто онлайн как бы были на связи в Твиттере, там пересеклись, и вот у нас, получается, целая запись уже формируется. Добро пожаловать на подкаст. Расскажи о себе, расскажи, почему решил записать подкаст. Это будет наш introduction, так сказать. Да, я хочу подметить то, что, я в Твиттере, в принципе, недолгое время, наверное, где-то полгода. И я вообще не ожидал, что так все развернется. И Твиттер вообще такая очень интересная платформа, там много всего происходит, но это в какой-то степени свой маленький пузырь. И, я вообще не ожидал, что выйдет такое, что я с кем-то познакомлюсь так и прям приеду в Грузию, чтобы записать подкаст. То есть у меня вообще таких планов не было. Хочу записать подкаст, ну, сперва потому, что это experience, Мгм. да, хочется себя попробовать в какой-то такой новой сфере. А во-вторых, я считаю, что у меня есть чем поделиться, чем могу я направить других людей. Хотя мне всего лишь, ну, 25, но есть чем поделиться, и я могу своим опытом направить других людей, в том числе в инди-разработке, в бизнесе и в каких-то других сферах тоже. Мгм. Ну Вот. вот, потому что тебе 25, поэтому ты и смог приехать неожиданно, спонтанно. Потому что тяжело было тебя представлять себя в 36 лет, чтобы я такой, типа, так, все, выезжаю, что-то прикольно, сразу же Да. собрался, уехал. Уже, конечно, сложнее, поэтому небольшой сразу завет подписчикам молодым. Когда помоложе, помобильнее, чувствуете себя посвободнее, то и вам проще просто менять обстановку, то советую как можно чаще этим заниматься, чтобы у вас было много впечатлений. У Фаруха очень интересная судьба. Надеюсь, он сейчас нам про нее немножко расскажет, чтобы вас заинтересовать, Да. и смотивировать на завершение. А потом я немножко тоже про себя скажу. Так вот, ну, я думаю, надо начать с самого начала. Конечно, я не буду все углубленно и детально так рассказывать, но пройдусь по основным моментам а, своего развития в программировании. А все началось, когда мне было 13 лет. То есть мое увлечение началось в том возрасте, и все началось, я думаю, как у большинства, с игр. Просто вот сидел Есть часами, такое. играл в игры. Вот, на то время, вышел, ну, не вышел, ну, развивался "Майнкрафт". Вот, и вот я там кучу времени сидел и очень много времени потерял на "Майнкрафт". Но из-за "Майнкрафта" у меня, вот появилось влечение в программировании. А именно, ну, я начал просто делать какие-то модификации для "Майнкрафта". О, Да, делал разные там моды, то, третье. И вот потихоньку у меня вот интерес появился, и буквально там в один день я просто зашел в Google и такой: "Как создать игры?" Вот. И с этого пошло. То есть я кучу времени потратил на изучение, там смотрел разные YouTube-видео, и плюс еще на то время не было никаких, так скажем, искусственных интеллектов. YouTube еще не настолько сильно был развит, как сейчас. Я думаю, сейчас намного больше контента. ну да. Вот. И, ну, каким-то боком вот я смотрел, что-то изучал, какие-то игровые движки загружал, тестировал, смотрел. И вот так вот потихоньку начал создавать, как бы смешно ни звучало, клон Майнкрафта, да. С этого я начал. Амбициозно, амбициозно.
Да, в какой-то момент я осознал, что это слишком сложно для 13-летнего парня. Вот. И перешел на разные симуляторы. Там симуляторы машин, какие-то простые игрушки, типа те же самые, как хорроры, типа инди-хорроры О, создавал, да. это много Вот. кто сейчас на этом взводнялся даже. Да, и, ну, потихоньку вот начал изучать. У меня не было так, что я, типа 24/7 занимался программированием. Нет, я пару месяцев занимался, потом бросал, потом там учеба была, потом опять возвращался. И вот так вот где-то, наверное, 2-3 года продолжалось. Вот. И, потом, я переехал в Англию, и, увлечение продолжилось, и уже нацелено. То есть я Мгм, решил, что я должен какую-то игру создать, опять же, симулятор м, вождения, вот, и выпустить. То есть у мгм. меня была цель, что надо во всем этом разобраться и выпустить на App Store, Google Play, в общем-то, чтобы людям можно было показывать, вот, я создал. Продакшн. Да. И долго длилось. Я где-то, наверное, 2 года, 3 года возился, но в итоге сделал. Где-то 16-17 мне было, я выпустил ее в App Store. Понял, что нужно платить App Store $100 и Google Play $25, во всем этом разобрался. Вот. Ну и выпустил. И потом, ну, конечно, никаких толком загрузок, просто друзьям показал, то, третье. Эх, Вот. знакомо. Но я, пока учился в Англии, у меня был друг Джейк. Мгм, И вот с ним мы начали мутить еще другие проекты. Он был веб-разработчиком, ну, а я был мобильным разработчиком, и мы как-то это комбинировали. Вот. Он увидел, что я создал такой вот симулятор. Он решил мне помочь с бэкэндом. То есть мы туда добавили какую-то игровую логику ачивментов, там разных, типа, кто быстрее уровень прошел, и вот такого рода простые вещи. И он мне потом рассказал про мероприятие в Англии, связанное с инди-девелопментом. Туда, в общем-то, съезжают большое количество людей, включая крупные AAA мгм, компании, которые там разрабатывают то же самое Call of Duty и так далее. Вот. Но также у них есть там отдельная зона для инди-разработчиков. И ты как бы подаешь туда заявку, это абсолютно бесплатно, то есть тебе просто зону выделяют. Если тебя выбрали, тебе зону выделяют, дают тебе там компьютер, дают тебе там даже баннер, вот, и ты можешь как бы там рекламировать свою игру. Вот, и он мне рассказал и сказал, что, ну, почему бы не попробовать, типа, что мы теряем? Вот, Хороший майндсет. да. И я попробовал, отправил заявку. На удивление прошло несколько дней, и мне ответили. Мне ответили, сказали, что вы приняты. Вот, отправьте там картинку, которую вы хотите использовать на баннере, и там, в общем-то, предоставьте краткую информацию. Мгм. Вот. А я вообще на то время не осознавал, насколько большое это мероприятие и насколько сложно это будет. Вот. Я рассказал сразу же Джейку, и сказал, что, ну, типа, давай вместе поедем, потому что вдруг что, а я один, типа, не справлюсь. Мгм. И хорошо, что я его взял с собой, потому что это было очень сложно. И вся сложность была в том, что там на протяжении дня около 60 000 людей проходило. Вот. И как бы там кучу времени я просто стоял, и люди подходили, и я объяснял. Типа одни и те же слова, Да-да. одни и те же вещи по сотни раз, но людям нравилось, и какой-то, в общем-то, ажиотаж я там создавал. Мгм. Вот. И Джейк очень сильно помогал в том плане, что ну, если бы я был бы один, как минимум обеденные перерывы я бы не смог сделать. Типа он меня заменял на обеденных перерывах. Вот. И там я очень сильно получил мотивацию, потому что
я смотрел на других участников инди-зоны, и они были студенты, которые университет закончили. То есть, ну, 22, Мгм. 23 плюс, а мне было там 17-18. Вот. И я смотрел, я осознавал, что, блин, я в какой-то степени, наверное, опережаю их. Так и есть, да. Да. Вот. И я думаю, что из-за этого, плюс еще того, что моя игра была в основном для детей, я потихоньку начал набирать обороты. То есть я в какой-то момент забил на игру, то есть я ее не развивал, я уже Мгм. занимался другими вещами, там типа фрилансерил и просто разрабатывал разные другие проекты, Мгм. вот. Но игра как бы сама по себе на заднем фоне развивалась, и в нее, конечно же, было встроены какие-то внутренние покупки, типа покупку разных там машин, скинов, того, Мгм. третьего, ну и плюс реклама. С внутренних покупок я много денег не сделал, ну, грубо скажем, пару сотен долларов, Мгм. но с рекламы я сделал прилично. То есть я, ну, где-то год, может, 2 года назад, она, кстати, уже недоступна, потому что я ее не обновлял, и App Store ее убрал. Убрал, ну да, стандартно. Это типа стандартная тема, кстати. Мгм. Вот. Ну, я смотрел, и, ну, и там в общей сложности где-то, ну, с iOS и Android ну, 500 000 загрузок было. Мгм. Вот. За протяжении там, ну, наверное, 4-5 лет, что-то такое. Вот. И это в какой-то степени такое вот маленькое достижение. Так и есть, так и есть. Да. Ну и с рекламой я там, ну, в общей сложности, наверное, сделал где-то 1500-2000 долларов. Маленькая сумма, но это, типа, прикольно. Не, ну, маленькая не маленькая, но мотивирующая. Да. Вот. Как раз вовремя, получается, можно я про себя тоже быстренько скажу. Ну, программированием просто с детства занимался, так скажем. Тоже с игр все началось, Да. потому что, мне кажется, вообще, наверно, 90% программистов, они просто хотят, начать делать игру какую-то, которую они сами играли, и они пытаются ее сделать, у них не получается, они такие после этого: "Ну ладно, потом попробую еще раз, а сейчас пока что нибудь другое поделаю". Вот, у меня похожая история абсолютно тоже. Мне всегда нравились игры, и до сих пор это какая-то мечта, которая периодически врывается в Твиттер, например, типа: "Все, делаем игру", там неделя проходит, ну ладно, потом. Но игры Да. сложно делать. Я вообще считаю, что игры — это самая сложная вещь, наверное, в IT, ну, одна из. Потому что там код сложный, там нужны ассеты, там нужно какое-то, ну, сама игра, чтобы веселая была, Да. интересная. Это все неформализуемые вещи. То есть, типа, если какой-то трекер, там, не знаю, курение, понятно, что он делает, да, или там фитнес-упражнения тоже, ну, понятно, просто там, ну, упражнения какие-то. То игра, чтобы развлекала, это такая вещь, очень тонкая материя, типа, хрен его знает. Ну, может, развлекает, может, нет. Мгм. В общем, да. И, ну, в мобайл я в итоге попал, потому что вышел Windows Phone вот неожиданно Мгм. тогда, 10 лет назад, наверное, или 11 даже. Вот. У меня появилась возможность сделать какой-то саб-проект для Nokia. Они тогда делали Windows Phone как раз какие-то девайсы. Вот я сделал, и я такой типа: "О, прикольно". И была у нас какая-то комьюнити, мы ходили в спортзал все, Мгм. и была камера. В спортзал ходили: "Руслан, привет и спасибо тебе за наставление". Вот, у нас был Игорян еще, привет тоже. У него была камера. И я такой типа: "А чё, ну, типа, делаем приложение для кача". Мгм. WinGym, вот, собственно, мой первый большой проект, который мы вот сделали с друзьями. Это просто, ну, приложение для учета и контроля тренировок, там, с настоящими фотографиями. 11 лет назад это было, типа, нифига себе. И я помню, как мы это снимали, как мы вот подружились тоже с тренером. Александр, здравствуйте, если будете смотреть. Вот, он давал нам возможность в зале поснимать упражнения. Там Руслан был нашей моделью, потому что он самый качок был. Вот, а Игорян, ну, мы с ним делали код, и у него вот камера была. Тогда бюджета у нас никакого не было, и Да. поэтому это все было очень важно. Вот мы сделали это приложение. Сначала там тоже была тишина, и никто ее особо не качал. Но потихоньку-полегоньку
потому что я огромное количество сил тратил на промоушен. Мгм. Я писал постоянно имейлы всяким чувакам. Раньше были какие-то сайты, ну, еще не было даже ТикТока никакого, ничего этого не было вообще. Ни Да. шортсов, ни рилсов, ничего не было этого. Были какие-то сайты-каталоги, я на них вот писал, типа, вот, смотрите, сделайте обзор, я вам там бесплатно то, бесплатно все сделаю. И они такие, типа, ну ок. Иногда прорывалось, да, вот что-то, и они публиковали, типа, росли скачивания. И это, видимо, стор как-то ранжировал, что, типа, ну, кто-то качает, Мгм. и такой, типа, ну, все, эти чуваки норм. И потихоньку-полегоньку Винджим перешел на 1000 баксов, 1100, 1200 баксов в месяц даже. Мгм. Вот. На тот момент я был самый нищий из всех моих друзей, поэтому в целом все оставляли мне просто. Вот, но это длилось не супер долго, но какое-то время длилось. Это было очень кайфово. Я в тот момент подумал: "Нифига, круто как. Оказывается, можно зарабатывать со своих продуктов. Это же моя мечта, так здорово". Но сумма была маленькая, и потом, когда я созрел для того, чтобы из своего родного города Иркутска, иркутяне, переехать в Москву, чтобы ну, начать новую жизнь, работать там туда-сюда. Кстати, недавно, 2 дня назад, было 9 лет, как я переехал из Иркутска в Москву. Вот. Я нашел там работу, она приносила сразу же гораздо больше денег, чем Винджим, и Винджим сразу пропал как бы с радаров. Да. И на этом мои инди-приключения на 8 лет, на 8,5 даже, в целом прекратились. То есть, ну, я делал какие-то вот у меня популярное приложение "Обзыватор" есть, на котором 500 000 скачиваний на одном днем за год. Это приложение, где ты просто генерируешь матершину на русском языке. По какой-то причине, кстати, делали его Егор, привет, если будешь смотреть, здорово. Вот, делали его, там, не знаю, бюджет банка пива, вот реально вечером там с пивком. Осуждаю, кстати, не употреблять алкоголь. Сидели, делали эту хрень и сделали ее, и там просто из разных слов ты можешь матершину сгенерировать. Вот, по какой-то причине школьники в России это взяли на вооружение, и мне кучу имейлов приходило со школ, типа там: "Я теперь в школе самый крутой", там, "Я всех обзываю, круто". И просто ругательства сгенерированные тоже ими делились, просто на имейл отправляли: "Ты там злодей такой-то", короче. Но с этого почти ничего не переходило, потому что, ну, школьники, Ну да. они не особо будут. Я туда встроил внутреннюю покупку, можно было сделать аватар с обзывательством. Но почти никто этим не пользовался. Реклама была, но российская реклама не особо хорошо оплачивалась, и Мгм. даже на 500 тысяч там, ну, типа, маленький очень доход был. Ну, я не знаю, Мгм. 100 баксов там. Ну, все равно приятно, все равно это ощущалось как типа, нифига, бюджет банка пива, как бы что-то происходит. Да. Но как бы развитие это не получило. Мгм. Ну, у меня, когда ты рассказывал, родился такой вопрос. А расскажи, вот, ну, родители поддерживали твое увлечение, так скажем, ну, программированием, вот этим всем? Ну, то есть был какой-то, знаешь, вот у меня родители ничего особо от меня не ждали. В Мгм. целом не было какого-то, знаешь, пути, которым я должен идти, и я мог сам реально выбрать. Мгм. Вот от сестры, от моей они ждали там каких-то определенных движений, там, надо в медицину, там, что типа того. От меня никто ничего не ждал. Ну, с компанией Voice программист. Вот. У тебя была какая-нибудь такая штука, что мы хотим, чтобы ты вот этим занимался? А ты такой: нет, я программист. Хорошая, кстати, тема, потому что от этого очень много всего зависит, как ты будешь развиваться. Это правда. Да, неправильный выбор может потратить много лет. Вот. У меня не было такого. То есть у меня были направления от родителей, что вот, типа, можешь стать инженером, это хорошая профессия, но они никогда не требовали, просто Мгм. направляли. И когда у меня началось увлечение как раз-таки в 13 лет, а, мама ничего не говорила. То есть я мог там часами сидеть, играть в игры, и когда даже родственники приходили, там ругались, что вот почему он там целыми днями сидит, типа попросту время теряет. Знакомо. Вот, мама говорила, что не трогайте, он сам себе там ковыряется. Вот. И хорошо, что она это делала, потому что вот это ковыряние привело к тому, что ну, я начал увлекаться программистикой. Вот. И потихоньку, когда я вот начал вот разрабатывать игры, конечно же, я ей какие-то показывал, она ни в чем не
понимал, не разбирался. Вот, ну, радовался, что что-то я там создаю. Но, как бы все равно я шел по профессии как инженер. Мгм. То есть, программирование у меня раскрылось, в конце. То есть когда я в Англии, закончил обучение, я там школу закончил, плюс еще, 12-13 класс. Это у Мгм. них идет как A-levels. Вот. Я, закончил, и там уже, в 13 классе, тебя как бы, ну, заставляют выбирать университет. Типа проходить там разные, университеты смотреть и то, третье. Вот. И я начал вот во всем вот этом ковыряться, и я понял, что, ну, нужно идти на программистику, потому что, ну, есть, во-первых, уже опыт, и Мгм. есть как бы увлечение в этом деле. Вот. И я выбрал, университет, в Линкольне. Вот. В итоге поступил. Кстати, маленький такой вот, интересный факт и, возможно, даже лайфхак для тех, кто учится за Мгм. границей, тем более в Англии, и кто знает русский язык. Потому что, я когда сдавал, у меня не хватало баллов. Да, мы подсчитывали, мы смотрели, и я ориентировался, и я понимал, что, ну, чего-то не хватит. Вот. И я переговорил с учителями, и они мне сказали, что ты можешь сдать еще дополнительно на русский язык экзамен, и это типа твои баллы поднимет. И я такой: "О, давайте". Я, короче, сдал, получил высший балл по русскому. Вот. И с помощью этого я поступил в университет. То есть если бы не было бы русского, я бы не поступил. Ну, Так реально что неожиданный лайфхак, да. пользуйтесь. Для английского университета. Да, у них это как дополнительный язык считается. Вот. Мгм, мгм. Ну, иностранный язык, типа, ну, Вот, да. прикольно. В общем, я сдал, поступил, и, ну, опять же, от родителей никаких упреков не было. Они были за. Главное, что поступил, главное, что что-то делал, что-то что-то делал и развиваюсь. Вот. Ну и тем более плюс они видели, что какие-то заработки я делаю. Все таки Мгм, я им вам показывал в моменте, вот, хоть и маленькие, но все таки видели какое-то продвижение, вот. И поэтому, со всех сторон, поддерживали. Что отец, что мама поддерживали и никогда, типа, не задавались вопросом, что, почему, как. Как, например, вот этот ивент в Англии, да, как бы нужно было туда поехать, нужно было забронировать отель, то, третье. Вот, ну, у меня не было никаких толком финансов, ну и родителей я просил, и родители были за. мгм. Типа, никаких вопросов, да, конечно, типа, иди, дерзай. Вот. Потом, когда я поступил в университет, у меня вышли проблемы с документами. Мне пришлось вернуться в родную страну, в Азербайджан, Баку. Вот. И, взять, отсрочку Мгм. в год, да. И, я взял отсрочку, я приехал, у меня не было никакой работы, я ничем не занимался, и я начал искать работу. Если честно, я думал, что я буду работать официантом. То есть у меня были такие цели, что, ну, типа, лучше чем-то заниматься и какие-то деньги зарабатывать. Вот. И я такой, ну, официантом. Типа, мне было 18 лет. Я такой, ну, официантом будет то самое. Мгм. Но, когда я искал вакансии, когда я отправлял запросы, я видел еще вакансии по, программистике, разного рода, там и фронтенд, и бэкенд, и там мобильный, в общем, все, куда попало, я кидал. Вот. И на мое Правильно. удивление, прошло пару дней, и, одна заявка отозвалась. Они меня позвали на интервью. Ну, я пришел, я в открытую сказал, что вот есть навыки, да, но я, типа, нигде не учился, все, типа, сам, через YouTube, то, третье. И они такие: "Не проблема. Типа, вот тебе тестовое задание, Мгм. вот, иди там, пару дней даем тебе, выполни его и посмотрим, что получится". Они на тот момент искали, iOS-разработчика, Мгм. да. Ну, я в мобильной сфере разбирался, но не в iOS. То есть iOS для меня было что-то новое, потому что, ну, новый язык, Shift, вот. И, я пошел. Свифт. Ага, Swift, да. Я пошел, в общем-то, домой, начал во всем этом разбираться, попытался что-то создать, у меня ничего не получилось, и я такой: "Окей, давай я покажу им то, что я умею".
типа на своем языке, а я Мгм. знал C-Sharp хорошо. Мгм. Вот. И на то время была такая платформа Xamarin. Знаю такое. Да, она уже, ну, я не знаю, она существует, не существует. Ну, так они в промежуточном состоянии между переходом на новый Мауи. У них есть все равно Xamarin, но он еще не умер, но он на стадии умирания. Ага. Но еще там шевелится что-то, палец один. Вот. Ну, я создал, в общем-то, на Xamarin то приложение, которое требовалось. Мгм. Оно было парустраничное, вот. И отнес утром, показал. И ну, сказал, что вот, типа, я не смог на шифте, типа, что-то создать. Вот, смотрите на C-Sharp. Мгм. И там был тимлид, его звали Висал. Привет, Висал. Так и надо. Вот. Он мне очень сильно помог. И я ему очень сильно благодарен, потому что он кикстартил мою вот эту всю э, профессию, так скажем, да, все вот это развитие. Потому что он посмотрел на мой код, он не стал как бы отваливать меня, потому что, ну, другой язык, совсем другие требования, то, третье. Он посмотрел на мой код. Он осознал, что у меня есть потенциал, то, что я там за пару дней смог такое приложение создать, типа качественно, то, третье, он все проанализировал и сказал, я тебя беру и буду тебя обучать шифту, свифту. Да, Это абсолютно нормально. Все поймут, про чё речь. да, языки перемешиваются. Это правда. Вот, он взял под крыло свое, Мгм. да, начал меня потихоньку обучать, и ну, за пару месяцев я уже понимал базы, и я уже мог спокойно кодить на Xcode, Мгм. создавать там iOS-приложение, а он простой. Типа, я думал, что это сложный язык, там требуется большое количество времени, но нет. Ну, я считаю, что C-Sharp сложнее, чем Swift, по моему Ну, опыту. неплохой заброс. Можно в шорт из этого сделать будет. Ну, Не знаю, по опыту. не, ну, как это сказать, я думаю, ну, мое мнение такое, что просто Sharp, он более широкого спектра, так скажем. То Мгм. есть ты его для геймдева используешь, ты его Да, на бэкэнде используешь, частично можешь мобайл делать, да, вот да. на нем. Ну, в нем много реально ключевых слов, больше, чем, по-моему, в Свифте. Но в Свифте есть свои приколы тоже, Мгм. там мутные всякие, паттерн матчинг там какой-то странный у них и так далее. И в целом iOS-разработка, ну, если там какое-то начинается системное дрочево, 18+, вот, то там уже, конечно, все интереснее становится. Ну да, по сравнению с Objective-C, на котором я успел немножко попрограммировать, Swift — это, конечно, легкая прогулка. Да. Вот, там полный отстой вообще. Окей. Вот. Да, и вот прошло пару месяцев, я уже начал разбираться, и там я проработал год. Я мог проработать больше, но в течение года я осознал, что ну, я достиг своего предела, и ну, ничего нету выше, типа не буду Мгм. развиваться дальше. И мне еще поднадоела офисная атмосфера, Мгм. то есть вот это прийти Ну, в рутина офис, офисная. да, потратить время на поездку, потом возвращаться домой, пробки, то третье, плюс в офисе. Ну, не так комфортно было, да, у них не прям такие шикарные условия были. Вот. Но все же, если бы не этот годовой опыт, не было бы ключевого момента. Мгм. А ключевой момент — это отказ от университета. То есть пока я работал, я осознал, что всем этим можно развиваться самому. Университет не обязательный, даже в Англии. То есть у меня был хороший курс, да. Вот. И я понял, что без университета я могу также развиваться. И я родителям просто сказал, что, ну, я не хочу. Типа, я не вижу в этом смысла, и лучше самому как-то развиваться, и что-то да в итоге получится. Родители, опять же, поддержали. Мгм. Родители видели, что, ну, работает уже, типа, год проработал, нормальная зарплата была для Азербайджана, Баку, это
вообще. Вот. Настолько, что когда я впервые рассказал родителям, вот, и как-то родственники узнали, и родственники сказали, что тебя обманывают, не дадут такое количество Такого денег. не бывает, да, Да, типа? типа у тебя нету никакого опыта. Забавно, забавно. Ну да, от места действительно очень сильно зависит. То есть зарплаты, которые, ну, даже ну, в сравнении на уровне одной страны, Мгм. типа зарплаты в Иркутске, которые платили там мега сеньорам помидорам, в Москве на тот момент, ну, во всяком случае, тогда, сейчас я не в курсе, как там все, Мгм. но тогда, вот когда я переезжал, то есть стартовые зарплаты в Москве были как предельные зарплаты в Иркутске, в Мгм. провинции, типа для очень опытных сотрудников. И просто сменой места, условно, у тебя сразу же... Это к чему я вообще? К тому, что, ребята, если вы хотите вот зарплатное ожидание свои повысить, Мгм. надо, конечно, ехать в места, где просто зарплаты выше, вот и всё. Это там Америка, какие-то конкретные города в Штатах, это вот, Великобритания, Лондон. Заезжаете в какой-нибудь невероятный фанк и лутаете огромные бабки, вот и все. И вы никогда их такие не заработаете, если вы останетесь там, где вы есть. Да. Вот. Просто сменой места можно уже сильно забустить доходы. Как follow the money, что-то такое вот есть в словосочетание. Ну и еще надо подметить, что, ну, на то время фриланс еще не так сильно был Мгм. развит, а сейчас еще есть возможность фриланса. То есть ты Ну можешь, в да. принципе, выбрать дешевую страну для житья, Мгм. а зарабатывать деньги, как в той же самой Америке или в Англии. Ну, плюс-минус соглашусь, но есть, конечно, особенности. То есть, типа, ремоут очень часто срезают по зарплате, Мгм. потому что, ну, сейчас многие компании, в Америке в частности, Мгм. переходят на гибрид, потому что люди вложились в офисы, видимо, и они Мгм. хотят видеть, что люди ходят на работу и работают в офисе. Ну, плюс еще допуск к данным. То есть, условно, Мгм. если у тебя какие-то очень высоко эндашные проекты, так это назовем, Мгм. ну, безобидно никто на ремоут не пустит. То есть в А, "Нетфликсе" условном ты на ремоут, ну, не будешь работать, типа, нет такого. Может быть, если ты американец, тогда может быть. м, И, соответственно, потолок зарплаты удаленного сотрудника, ну, если именно мы берем вот удаленщик мгм. и одна работа, понятно, что удаленщик может там 10 работ просто брать и там сидеть на психостимуляторах на кофеинчике жестко и что то делать. Но в целом какой-нибудь офисный чел Мгм. из "Нетфликса", он такой типа: "Ну, удачи, брат". В общем, вот это, да, большая пятерка всякая или шестерка, фанги, да, так называемые, Мгм. Facebook, Apple, Amazon. Там зарплата повыше, и там удаленки, ну, вроде нет особо. М, Но там вот надо будет терпеть офисную корпоративную рутину, а мгм. это не всем подходит. То есть вот ты отметил, что тебе это не зашло, я тоже скажу, мне вообще не нравится тоже Так. корпоративный этот флоу. Мне очень нравится то, что я могу в обед приехать в студию, записать подкаст с тобой. Мне не надо там умолять кого-то, чтобы Да. я это сделал. Это очень ценно. Вообще я ради этого готов меньше зарабатывать. Просто то, что я властелин своей жизни, для меня гораздо важнее, М, чем то, что я зарабатываю деньги какие-то чуть побольше, там, и чуть поменьше. Вот. Но люди разные. Люди разные. Кому-то это кажется нестабильным, наверное, но вот мне в целом норм. Мне кажется, свободолюбивость какая-то, она у всех разная. У кого-то она мгм. сильно развита, у кого-то нет. И вот человеку, у которого сильно развита, он никогда не сможет типа, все, я сейчас опять как в школе, к 8 утра в офис, здравствуйте, я на делик пришел, а тебе уже, я не знаю, ну, 40 лет, и там какие-то типы 20-летние сидят, и Да. ты рядом с ней в лодке тоже плывешь такой же, в этом, в костюмчике. Ну, что-то странно в этом есть, я не знаю, Да. ну, без обид, работяги офисные, но мне кажется, странная тема какая-то. Вот. Я бы так не смог. И, Да. надеюсь, не придется. Но если так делать, то фанги. Вот. М, Поэтому респект за то, что решил, во-первых, решил соскочить с образования. да. Это тоже тяжелый шаг, я знаю, особенно в том возрасте, когда, ну, ты еще вообще не понимаешь, что происходит в целом. И все равно у тебя есть какая-то родительская вот эта вот вайбы, что Мгм. родители бы, наверное, хотели, чтобы получал образование. Да. У нас очень много такого вообще в России. Типа очень часто родители пушат детей, чтобы они получали образование.
Вот еще очень много людей получают образование, чтобы просто в армию не пойти. Это была основная моя мотивация, на самом деле, в начале. Вот. И такого очень много. Я думаю, если бы не было вот этой вот обязаловки воинского призыва, люди бы, ну, более осознанно подходили к Да. вопросу высшего образования, а не просто типа: "О, нет, неохота туда, все, сейчас пойду это, типа, образовываться". А потом выходишь, а я не хотел этого вообще ничего, Ну например. И что делать? Все потеряно. Вот. Так что респект, что рано понял. У меня есть товарищ один, который тоже перестал получать образование, уехал и просто работает тоже программистом, развивается в этой сфере сам. Мгм. Эдуард, привет. Вот. Все нормально у него. Он тоже молодой, кстати. Вот. И вообще, ну, такой, типа, да нафиг это образование. Да, стал хейтером жестким. Но вот мы с тобой, когда встречались, немножко даже это обсудили, что образование в целом просто меняется. Да. И мы сейчас как раз на переходном этапе находимся, и непонятно действительно очень часто, ну, во всяком случае, во многих профессиях, зачем оно нужно. Да. Ну вот, понятно, что есть там врачи, да, не спорю, инженеры, строители, там, ну, что-то такое, где основательность нужна, и чтобы были возможности для экспериментов безопасных, так Мгм. скажем, вот, а не на людях. А вот у программистов же нет такого. Мы можем Да-да-да. просто там в 13 лет написать что-то и выпустить овощей и сказать: "Ну все, наслаждайтесь". Ну, какой-нибудь субертрекер там, я не знаю. Ну, типа, это Да. безопасно, можно экспериментировать, и это классно. Да, еще, важно подметить, что искусственный интеллект появился, и Да, он очень сильно развивается, и вот непонятно, как будет с обучением. да. Потому что, ну, я сам, как и ты, наверное, каждый день, наверное, 80% использую искусственный интеллект, и там 20% какие-то свои знания. И типа Ну, я это 80, я даже так скажу, для это занижение у меня. Я, ну да, действительно, он очень плотно вошел в жизнь. И и он реально работает да. классно. И типа, Я вот, например, буквально вчера вот 3 проекта одновременно разрабатывал. То есть искусственный интеллект тут написал, он там что то делает, перешел к другой проект, в другом что то делаю. И вот так вот просто да, и контролируется. маркетинг параллельно. Вот. Поэтому, ну, вообще в плане искусственного интеллекта, я думаю, что, многие еще его не осознают, потенциал. То есть у него там огромный потенциал, и, мы, например, осознаем, мы потихоньку понимаем, что, индустрия программирования кардинально меняется. Мгм. Вот, да, то есть ты стал, ну, 3 года назад был совсем другим, сейчас Это совсем правда, по-другому это правда. в плане, написания кода. И сейчас намного больше кода пишется, просто потому что 80% опять же используют искусственный интеллект. Вот. И, ну, продуктивность мощно меняется, и я смотрю, что и в плане, клиентской работы уже ожидания тоже выше. Все хотят Мгм. быстрее, все Мгм. хотят больше. Вот. И, ну, ты не можешь без искусственного интеллекта, типа, тебе нужно его уже использовать, чтобы просто, быть по стандарту, типа, успевать. Вот. А это только, ну, пока на данный момент задел, программирования. Ну, то есть большинство Ну да. степени, да, это программирование. А есть еще много других индустрий. Мгм. И вот интересно посмотреть, как это все будет развиваться. В частности, опять же, образование, как это все будет меняться. Потому что, ну, сейчас, ну, я думаю, что любой топик с помощью искусственного интеллекта, ну, не профессионально, но ты можешь обучиться, да, не тратя 4 года на образование. Вот. И Главное не войти в цикл "я абсолютно right", и там какая-то полная херня. ну да, да, в этом плане еще есть моменты. Но в Мгм. целом, типа, ну, например, новый язык, опять же, в программировании выучить или там, Или в как лингвистике. да, и тому прочее. То же самое, например, в маркетинге. Ну, я в Мгм. маркетинге очень не разбираюсь. Вот сейчас с помощью искусственного интеллекта начинаю в чем то разбираться, понимать.
И уверен, что без искусственного интеллекта у меня бы заняло намного больше времени. Мгм. Мне бы, наверное, даже пришлось какой-то курс купить. И было бы некогда заниматься тем, чем занимаешься. Да, поэтому, типа, сейчас намного легче в какие-то новые сферы Мгм. заходить, что-то новое изучать. Мгм. Вот. И будет интересно посмотреть, когда больше людей начнет это все изучать, использовать. Потому что, опять же, как я ранее говорил, в Твиттере такое ощущение, что каждый пользуется. Ну да. А на самом деле нет. А когда ты возвращаешься в реальность, ходишь по улице, смотришь и понимаешь, что, блин, очень мало людей еще пользуются. Вот. Да, даже среди комьюнити программистов. Коллеги, Да. бывший, привет. Помню, полгода назад задал вопрос, что как курсор там юзаете уже. И мне сказали, что это такое? Да. Что это вообще такое? Типа, а, ну ладно. Но это все ускоряется, конечно. То есть я уже вижу, что у меня, допустим, бизнес-овнеры, менеджеры Мгм. на текущей там работе, на каких-то, ну, предыдущих проектах, я просто в курсе, они там все равно какая-то интеграция и начинается в Мгм. кодинг именно. Люди экспериментируют, люди пробуют, люди реально видят, где это работает, где не особо работает пока что. Вот, и пытаются найти какой-то, знаешь, ну, правильный способ Да. использования искусственного интеллекта. И это все реально сейчас происходит. Вот, раз уж мы как-то резко перешли к искусственному интеллекту с с того, что ты перестал учиться в университете, вот, можем, немножко вернуться в эту сторону. Да. Вот, искусственный интеллект круто, а еще круче не учиться в университете, в котором не надо, вот, а заниматься своими делами. И вот ты сказал, что я не буду в универе, я своим путем пойду. И как там оно дальше пошло? Родители поддержали, это Да. хорошо, но сразу ли ты понял, что вот все нормально, Э, я на своем пути? Вот. Ну, после того, как я год проработал в офисе, Мгм. к концу я уже понимал, что, ну, не то. Типа, это то, что мне нравится, но не в той оболочке, так скажем. Мгм. Да. И я решил перейти на фриланс. Переходя на фриланс, я делал большой скачок в заработке. В плане того, что я, может быть, в трех, даже четырехкратно уменьшил свой заработок. Потому что, начиная на фрилансе, я зарабатывал в месяц там пару сотен долларов. Мгм. Это было максимум. Начинать тяжко, да. Да, и сказать, что я работал там 10-20 часов в неделю, нет. Я работал все полноценные 40 часов и Мгм. даже больше, но постепенно видел обороты. И обороты были большие. То есть я быстро поднялся. То есть я рассчитывал, что у меня больше времени займет развитие. То Мгм. есть я рассчитывал, что пару лет придется заниматься. Но я в течение года уже смог дойти и даже переплюнуть то, что я зарабатывал в офисе. Мгм. Вот. И я осознал, что во фрилансе намного больше возможностей и большой буст развития есть. То есть в офисе тебе пришлось бы поработать, ну, минимум там 5 лет, чтобы Мгм. дойти до какой-то такой приемлемой зарплаты, да. Вот. А в фрилансе ты можешь это сделать за пару лет. То есть тебе не обязательно там работать 5 лет. И у меня дошло до того, что у меня было больше спроса. И возвращаясь, кстати, к теме того, что ну, многие, наверное, думают, что это нестабильно. Я напрочь думаю, что это очень стабильно. То есть у меня не было большого периода, когда отсутствовали клиенты или отсутствовала работа на Мгм. фрилансе. А я уже работаю, ну, 5, не то ли 6 лет, да, на фрилансе. Вот. И работа всегда есть. Просто надо ее искать. Вот. И постепенно я достиг того, что у меня было больше запросов, то есть больше писали мне, больше хотели работать со мной, вот, а я не успевал. И я понял, что нужно как бы маленькую такую команду создавать, Мгм. чтобы брать эти заказы и не терять как бы прибыль. Вот.
И я потихоньку начал создавать команду. Началось все с дизайнера, потому что большинство проектов приходили без дизайна, и требовался Мгм. дизайн, да. И я такой, окей, надо вот эту точку, Закрыть эту потребность, так да, скажем. закрыть эту потребность, вот дизайнер пусть работает. Мгм. Вот. И потом постепенно я еще нанял 2 программистов, и вот так вот потихоньку все это Появился бизнес. бизнес, да. Потихоньку я уже подключил бухгалтера, бухгалтер уже мне а, Шафига Ханум, здравствуйте. Вот. Она мне объяснила, как что, какие налоги, как Мгм. зарплату выдавать официально, как сделать так, чтобы потом не было проблем. Вот. Она мне все по полочкам объяснила. Ну, и я ей сказал, что, ну, давайте я вас штатно найму. Мгм. Вот. И вы просто следите за всеми моими делами и сделайте так, чтобы у меня не было никаких проблем. Вот. И постепенно мы начали развивать это все, открыли официальную компанию, постепенно начали всех официально нанимать. То есть у меня были все до этого на фриланс-условиях, грубо скажем, Мгм. а я уже всех перевел на Штатно. зарплатную, штатную. Мгм. Да, там налоги, пенсия, то, третье, в общем, все, Мгм. все официально. Вот. Ну и с тех пор, в принципе, уже, наверное, будет 4-5 лет, как бизнес существует, и мы все так же берем проекты, э, выполняем клиентскую работу, но постепенно я от этого тоже устаю. И я понимаю, что есть еще выше потенциал, которого можно достигнуть. И это все возвращается к истокам, тому, как я начинал, ну и, в принципе, ты тоже, Мгм. разработки своих проектов. То есть круг обернулся. Да, да, да. Стоило оббежать все опять и вернуться туда же. Так и есть, так и Да. есть. Вот. И по этой причине, ну, на ближайшее время я уже целюсь, а, особенно, опять же, искусственный интеллект в этом деле Очень очень сильно помогает, влияет, да. да. Целюсь развивать свои проекты. Мгм. У меня э, в этих 5 годах был опыт развития своего проекта. Я в основном развивал локально, но я понял, что а, локально развивать не то, типа это сложнее, Мгм. потому что совсем другой маркетинг, Ну а, да. меньше аудитория, намного все сложнее. И в особенности в индустрию, в которую я вообще зашел, я зашел в индустрию общепита, ресторанов, и я, в общем, хотел развить такую систему купонов. Мгм. Вот. И вот проект создал, он назывался Mix One. Вот. И я его где-то год, может, даже больше пытался развить, пытался получить какие-то деньги, даже искал финансирование. Вот. Но в итоге я понял, что это не мое, это слишком много денег требует, плюс на физическом уровне требуется договоренность с ресторанами, с общепитом, Да. и это Много очень личных сложно. договоров. Да, это очень сложно. Мгм. И самое сложное было не в том, чтобы эту систему создать, а в том, чтобы, грубо скажем, заставить рестораны пользоваться этой системой и заполнять все данные. Да, кстати, классный поинт. Ничто так не отрезвляет, как, понимание, что никому ничего не надо от тебя. Да. Ну вот, когда ты какой-то инди-девелопер, создаешь свой продукт, всем максимально насрать на него, типа, ну, никто не будет. Очень тяжело продать что-то кому-то. Вот. Да. Это совсем не услугу там, а именно продукт. Это очень тяжело. И мне Да. кажется, действительно, вот инди это в каком-то смысле, типа, как это сказать, конечная точка развития, когда ты, ну, да и бизнес, в принципе, да, то есть не по оказанию услуг, а по созданию и продаже продуктов, М. а это типа вот конечная какая-то точка. То есть кто-то что-то покупает у тебя, потому что ему надо. Это очень круто. Типа, Да. вот. И, конечно, глобальный рынок в этом смысле смотрится приятнее, чем локальный, потому что можно использовать, во-первых,
Ну, искусственный интеллект гораздо сильнее, Да, можно использовать всякие паттерны, механизмы автоматизированные около того, которые, к сожалению, да, на локал уровне не работают. Там да. больше работают личные договоренности и всякая такая подобная штука. У нас 5 минут. Ничего себе, быстро пролетело время. Блин. Да. Ну, в целом мы почти закаверили, конечно, топики, но быстро реально. Да. А, Ну ладно, тогда давай еще дальше. Инди, вот, хочешь свои продукты. Попробовал создать продукт, который надо было лично продвигать. Понял, что это хрень. Ну, тебе не нравится. Да-да-да. Вот, и ты решил глобал рынок тоже осваивать. Да, вот сейчас просто нацеленно думаю, создавать какие-то утилитки, Мгм. какие-то, мини-сасы, так скажем, которые просто нацелены на какую-то одну проблему решают. И просто Unix Way. да. Мгм. И, используя искусственный интеллект, "Тикток", "Инстаграм", заниматься маркетингом, развивать все это дело и смотреть, что получается. А тут, я думаю, как и во всех делах, Мгм. просто надо упорно продолжать без Копать остановки, надо. да, и что-то в итоге да получится. Ну, как минимум, получился этот подкаст. Собственно, мы же познакомились-то в Building Да, Public да, Community Твиттера, где люди делятся тем, что они делают. Вот мы что-то делаем, и да. поэтому мы познакомились. И это прикольно, потому что, ну, как это сказать, билдеры, они... Ну, в общем, если у тебя есть какая-то потребность Мгм. билдить что-то, что-то создавать, делиться с окружающими, то тебе очень тяжело вписать себя в людей, которые типа вот, я хочу там на пляже полежать, там, Мгм. типа. Ну, я не хочу, например. Ну, нет у меня такого. Я хочу что-то создать, там, продавать. Я в выходной день я предпочту просто код фигачить там или маркетинг делать. Ну, и я не устаю от этого. У меня Да. нет ощущения, что я, типа, устал. Я устаю от какой-то штуки, которая мне не так интересна, типа, и не так нравится. То есть, ну, я не знаю, вот что там происходит. Какой-то social ивент условный. Ты на него приходишь, и ты потом такой типа: там. Да. У тебя так же или, ну, Я, по-другому? кстати, хотел вот подметить то, что ты сказал, что у меня также, типа, ну, люди смотрят, и друзья, например, родственники говорят: "Как ты столько часов работаешь?" Ну, типа, я могу реально в день там по 8 минимум, да, часов работать Мгм. без перерывов, то есть без выходных. Но суть в том, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Типа, я от этого не устаю. Мне Вот. нравится это. Это как, ну, типа, людям, которым нравится на пляже лежать. Вот они Да, могут, они не готовы, устают от этого. готовы там Да, да-да-да, 24/7 на пляже валяться. Вот да. так же и я. Мне нравится это, и я буду, ну, как бы заниматься этим. Ну, есть какое-то общественное давление, видишь, то есть, типа, на пляже нравится, ну, это почитаемо, а Да, когда ты трудоголик какой-то, то тебя вылечить надо. На, там, пивка попей. да, Ну, есть такая тема, да. Я тоже вот от этой штуки я не устаю. Ну, условно, там, писать подкасты, да. что то монтажировать, что то кодить, промоутить, делать что-то. А вот от какой-то вещи, допустим, лежать на пляже, я очень быстро устаю, мне не нравится. Ну, я не знаю, мне скучно просто. Да. Через 10 секунд я уже хочу бежать. Вот. Есть такое, да. Я, Поэтому конечно, надо любить себя и знать свой приоритет. да, я, конечно, все-таки пытаюсь какое-то время уделять там на Мгм. природе, Ну чтобы да-да-да, просто для отдых нужен внутреннего физиологически. состояния, да, Мгм. для внутреннего состояния, плюс еще здоровье требует. Вот. Но я не буду врать, я трудоголик. Это нормально, это нормально. Да. Мне кажется, в капиталистическом обществе быть трудоголиком — это хорошее отклонение от нормы, так скажем, Да. почитаемое. Да. Вот. Ну, к сожалению, у нас действительно уже почти все. Надо какое-то Мгм. напутствие дать. Ребята, stay true to yourself, как бы. Бросайте университеты, Да. будьте смелыми и ищите себя активно. Если вы — это лежать на пляже, ради бога. Если вам нравится по 8 часов кодить, Да, то тоже да, давайте. не надо стесняться себя, Да. да. Ну, если это вы, если вы не хотите отдыхать, то вы не отдыхайте. Не надо Да. себя загонять в рамки, что вам надо это делать.
Это какое-то плохое напутствие. И умрете от инсульта, да. Но заследите за здоровьем, да. Вот. Да. Ну что, спасибо вам, дорогие подписчики, и до новых встреч. До встречи.